Итак, всем привет! С вами Дмитрий Финашкин, и сегодня обсудим такую важную тему, которая стала особенно актуальной в последние годы – удаленная работа для программистов, плюсы и минусы. Лично я работаю удаленно уже несколько лет, и сегодня вам расскажу абсолютно честно, исходя из личного опыта, какие в этом есть плюсы и минусы. Это видео поможет вам понять, подходит ли вам такой формат работы, стоит ли на него переходить и как сделать удаленку максимально комфортной. Если вам интересно, усаживайтесь поудобнее и вперед! Итак, давайте начнем с плюсов, потому что их действительно много. И многие программисты выбирают именно этот формат работы. Более того, многие идут работать программистами именно потому, что возможна удаленная работа. Да? Плюс один очевидный – это гибкость рабочего графика. И, соответственно, гибкость и контроль над своим временем. Вы можете начинать рабочий день позже, если вам так удобнее, например, в 10 или в 11 утра, а не строго там в 8 или в 9, как в офисе. Да? Также вы легко можете делать короткие перерывы, когда чувствуете необходимость отдохнуть или переключиться. Лично для меня это стало значительным повышением продуктивности и комфорта. Второй плюс – отсутствие необходимости ездить в офис. Соответственно, это экономия времени и сил на поездки. Когда я работал в офисе, дорога туда и обратно могла занимать примерно 2 часа в день. Работая удаленно, вы можете использовать это время на сон, на спорт, на личные какие-то дела. Или, например, на дополнительное обучение, например, посмотреть это видео. Помимо времени это экономит и деньги, или на транспорт, или на бензин. Третий плюс – комфорт и индивидуальное рабочее место. Третий плюс – это возможность создать идеальное рабочее место дома. Вы сами решаете, какое кресло, например, выбрать, какой монитор поставить, как организовать пространство. Например, я настроил дома удобный стол с регулируемой крышкой, подобрал правильное освещение, комфортное кресло. И это напрямую повлияло и на мое здоровье, и на продуктивность. В офисе обычно вам приходится мириться с тем, что есть. Что вам выдали, то вы и используете. Четвертый плюс – это возможность работать, опять же, из любой точки мира. Еще это очень приятный плюс, который лично я тоже оценил. Это возможность путешествовать или переехать, например, в другой город без смены работы. Я знаю многих коллег, которые уехали, например, на несколько месяцев в другую страну или живут в теплых местах, продолжая работать. Это дает вам ощущение свободы и возможность совмещать работу и приятные впечатления от жизни. Теперь поговорим о минусах, потому что они тоже важны, и вам стоит их учитывать, если вы планируете перейти на такой формат работы. Минус номер один – это недостаток живого общения. Пожалуй, это самый ощутимый минус. Это недостаток общения с коллегами и живого взаимодействия. Когда я только начинал работать удаленно, первые месяцы мне действительно не хватало разговоров у кофейного аппарата или каких-то совместных обедов. Со временем, конечно, это чувство притупляется, но некоторым людям без этого живого общения тяжело долгое время. То есть, опять же, зависит от вашего характера, от вашего темперамента. Второй минус – это сложность самодисциплины. Опять же, от вашего характера зависит. То есть удаленная работа, она подразумевает высокий уровень самодисциплины. Когда рядом нет руководителя или коллег, вас ничто не мотивирует начинать работу вовремя или заканчивать ее вовремя. Поэтому очень легко отвлекаться на что-то постороннее, на бытовые какие-то задачи, социальные сети, видосики и прочее. Но к этому видео это не относится, это видео смотрите. Я лично первое время часто сталкивался с этим, пока у меня не появился строгий график, который я составил сам для себя. Еще один минус, который я лично заметил, это трудность разделения работы и отдыха. Если, получается, ты работаешь из дома, то бывает сложно разделить время для работы и для отдыха. Да, потому что грань между рабочим и свободным временем, она стирается.
То есть вы можете ловить себя на мысли, что вечером отвечаете, например, на рабочие сообщения или какие-то задачи доделываете, а во время рабочего дня, там, рабочего времени, например, там, не знаю, пылесосите. Да. Это может привести к выгоранию, поэтому вот очень важно устанавливать четкие границы. Четвертый минус – это вот возможные технические и организационные проблемы. Вот, поэтому стоит учитывать эти моменты, там, например, перебои с интернетом, электричеством, проблемы с доступом к корпоративным ресурсам, если у вас, например, VPN нету. Я в свое время сталкивался с ситуациями, когда вот внезапно отключался интернет, прямо, например, во время важного совещания или там релиза, последнее что-то доделываешь, и оп, интернет пропадает. Вот. Ну и тогда нужно быстро искать запасной план. Это дополнительный стресс, дополнительное время. Вот. И в заключении дам вам несколько советов, как минимизировать минусы и получить максимум плюсов от удаленки. Во-первых, четко обустройте рабочее место дома, желательно отдельное помещение или хотя бы уголок, где никто вас не будет отвлекать. Во-вторых, обязательно составьте график и придерживайтесь его очень строго. Это поможет держать баланс. И третий совет. Регулярно созванивайтесь с вашей командой, с коллегами, с которыми вы работаете, чтобы не терять связь с коллективом и чувствовать себя частью команды. Вот. Подытожим. Сегодня мы обсудили все плюсы и минусы удаленной работы программиста. Лично я считаю, что плюсов больше, но только если грамотно организовать сам процесс. Так что пишите в комментариях ваш опыт удаленной работы, если он у вас есть, какие вы видите плюсы и минусы, что вы делаете для повышения комфорта, для повышения продуктивности. На сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Поддержите канал лайком, подпиской. Пишите также в комментариях, о какой теме вы бы хотели еще поговорить. У меня на сегодня все. Всем спасибо и до новых встреч в новых выпусках. Всем пока!